Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всем большое спасибо, что следите за нашими новыми встречами с Александром Лазаревым, политологом. Он на связи. Александр, здравствуйте. Здравствуйте, рад видеть и слышать. Александр, я сегодня хочу коснуться геополитики, тем более, кажется, она переплетается с тем, что происходит вокруг Украины, с действиями Зеленского, приездом Рютте, ударом по Питеру во время экономического форума, ожиданиями, а как это изменит и повлияет на речь Путина, которая обещает быть, знаковой в этом отношении. Плюс вот эти заявления о том, что русский солдат, сдавайся. Рютте, конечно, поразил всех. Такое ощущение, что, в плохой амуниции и в грязи только российские солдаты находятся, но это как-то нам демонстрирует определенную степень напряжения пропаганды, как и Подоляк, который угрожает прямо убить Лукашенко, представляете? В общем, такой очень серьезный момент, но главное это, Зеленский говорит: елки-палки, я готов с Путиным один на один поговорить, не готов я ждать, пока Трамп разрулит все на свете. Откуда такая храбрая вода у Зеленского? Я думаю, что они с одной лужей вместе с Мишей Подоляком хлебнули 100%. Причем хлебнули так, что краев не увидели. Да? Один Лукашенко угрожает, другой с Путиным встречается. Мне интересно послушать, что там будет, кто в окружении у них кто третьим был, да, когда эту лужу разливали, да, и что он заявит. Я думаю, в ближайшее время мы это все услышим. Что касается ударов и вообще тактики и прочего, сейчас буду рекламировать нашего знакомого общего, да, Константина Петровича Бондаренко. Он написал очень грамотную вещь у себя в телеграм-канале о том, как удар по Питерскому экономическому форуму может изменить ход действий. Суть в том, я все цитировать не буду, да, но он говорит о том, что значит, те договоренности, которые существовали по закрытым каналам, когда приезжают в гости в Украину политические туристы, да, и фотографируются, ездят вблизь ЛБС, либо по Киеву гуляют, вот Россия в этот момент не производит никаких обстрелов. Он предполагает, что подобные коммуникации могут быть прерваны. То есть и дальше никаких гарантий никто давать не будет. В этом есть логика и здравый смысл. И если мы будем пытаться не интерпретировать, а понять в первую очередь то, что пытался сказать Путин на заседании в Кремле, потому что, правда, неблагодарное дело пытаться интерпретировать недосказанности, но тем не менее, что конфликт выходит на новый качественный уровень. Да, что такое новый качественный уровень, понятно, никто не сказал, каждый додумал свою. Это очень часто происходит, когда политики специально так делают. То же самое, когда Лукашенко заявил о том, что если у Зеленского есть 500 целей на территории Беларуси, то у Беларуси есть одна цель с точными координатами. Да? Ну и многие задумались, о ком говорил Лукашенко. Может быть, он говорил про Зеленского, может, про Броуди он говорил. Да? Но сейчас мы понимаем, что речь про Подоляка, наверное, шла. Поэтому Миша так с ними начал общаться. Ну, вот такая история. То есть те гарантии, которые существовали, они могут либо постепенно отключаться, да, либо могут быть в один момент обрублены. И к чему пытаются, к какой линии пытается подвести Зеленский, Подоляк и все остальные, честно говоря, мне не до конца понятно. Вот у них есть святая вера, что с ними ничего не случится, ничего не произойдет. И, в принципе, эта вера обоснована. Да? Если мы посмотрим на 4 года войны, которые идут уже больше 4 лет, мы замечаем определенную закономерность, мы с вами неоднократно ее обсуждали. Это гарантии, да, которые даны были лично Зеленскому, да, ну и, возможно, его окружению. Да. Ну, публично об этом сказал экс-премьер Израиля Нафтали Беннет, вот, о том, что были даны такие гарантии. Но все гарантии имеют срок годности и срок давности. Поэтому подобные вещи – это игра с огнем. Да, и, к огромному сожалению, для этих людей, которые играют с этим огнем, все может закончиться. Я не понимаю, откуда столько, скажем так, уверенности. И, опять Зеленский катит бочку на Трампа. У Трампа сложные сейчас времена. Давайте тоже откровенно будем говорить. У него бунт в Конгрессе. Значит, там есть, вот этот ленд-лиз для Украины. Петиция прошла. В общем, будет голосование. Вот сейчас проголосуют помощь, да. И у
и ему запретили вообще строить бальный зал, воевать с Ираном уже, да, то есть получается, как бы обкладывают Трампа, ну, Трамп сам дотянулся до этих пор, и получается, что если Трамп ветирует вот это по поводу Ирана, запрет на войну, да, то он как бы, получается, антивоенную штуку ветирует, получается, он ястреб, а в последних интервью рассказывают, да нет, там, мы с Аятоллой там можем встретиться, и мы хорошо ладим. Представляете, то недобитого Аятоллу, которого попали, его отца убили, в него он был ранен, долго не появлялся вообще. Ну, вроде как передают, что нормально все, со здоровьем имеется в виду. Да, вот он говорит, он теперь с ним ладит, представляете? Нетаньяху материл, говорит Нетаньяху. Нетаньяху говорит, не, ну, понятное дело, но мы дружим. В общем, он дружит и с Ираном, и с Нетаньяху. И он пытается как-то это все сгладить, вот эти шероховатости, а тут такой внутри, так сказать, ему подарок, поднос на лопате. И в этот момент тоже пропихивается тема Украины, вот эта двусторонняя поддержка. Блюменталь не зря проезжал, вот это вот лобби, так сказать, вполне себе вероятно, что решением, ну, скажем так, законодателей будет опять поддержана Украина. Вот, наверное, где причины, собственно, вот такого пренебрежительного отношения с Трампом. А Трамп сидит, ничего не делает. Почему? Трамп, как и любой уважающий себя американец, одновременно со всеми дружит и со всеми воюет. То есть он может себе это позволить. Действительно, то, что вы подметили, складывается пока не самая благоприятная обстановка в Конгрессе и в Сенате по голосованию, но необходимо посмотреть на дальнейшую тенденцию этого голосования, потому что в данный момент то, что они проголосовали там, по прекращению боевых действий и прочего, оно не сильно расходится с последними заявлениями Дональда Трампа, который, кстати, пошел даже на ультиматум Ирана. Как бы это ни выглядело. А выглядит это именно так, что велись переговоры между Ираном и Соединенными Штатами Америки, и в один прекрасный момент Иран говорит, все, мы из переговоров выходим, потому что Израиль воюет с Ливаном. То есть и пока эта борьба не прекратится, вот, никаких переговоров не будет. В тот же день, спустя несколько часов, Дональд Трамп выходит с заявлением и говорит о том, что все, я поговорил и с израильской стороной, и с ливанской стороной, теперь никакой войны не будет. Да? Возвращаемся дальше за стол переговоров. Потом, правда, выступает министр обороны Израиля Кац и говорит, что таки нет, война будет дальше. Вот. После чего Трамп в ярости публично начинает кричать и материться в сторону премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху, да, вплоть до того, что он угрожает премьер-министру Израиля тем, что вот если бы не я, ну как угрожает, он констатирует, говорит, да если бы не я, то ты бы уже сидел. То есть это дословная цитата Дональда Трампа. Реакции особо Нетаньяху мы не увидели на это, но у меня складывается впечатление, зная да, о том, какие отношения личные, помимо государственных отношений между США и Израилем, какие личные отношения у Трампа и Беньямина Нетаньяху, похоже это на игру хорошего и плохого полицейского. Уж больно любят американцы подобные игры играть. Трампу нужно сохранить лицо, то есть для того, чтобы продолжить эти переговоры, чтобы заморозить конфликт, да, не полностью прекратить, его нужно заморозить. И социологические опросы, и настроение внутри Конгресса и Сената, да, и его бизнес-окружение показывает на то, что если дальше углубить конфликт в Иране, который не получилось решить блицкригом, то это крайне негативно отобразится на позиции республиканской партии, что, впрочем, потом и отобразится на позиции администрации Дональда Трампа. Поэтому нужно как-то прекращать. В данном случае, да, Израиль, например, даже не Израиль, давайте так, Нетаньяху не может себе позволить вот так вот быстро взять и выйти, потому что не только у Соединенных Штатов Америки выборы этой осенью, но и у Израиля выборы на месяц раньше, чем у американцев, в октябре месяце. И Беньямину Нетаньяху, который, ну, партия которого баллотируется, собственно говоря, он как премьер-министр тоже будет от этой партии делегирован как первое лицо, ему необходимо подкреплять свои рейтинги, да, которые там тоже не все очень гладко, так как ему бы хотелось. И победоносные войны и прочие вещи, они, конечно же, решают много вопросов и аспектов. Но здесь
На стыке, получается, геополитические интересы, внутренние качели в Соединенных Штатах Америки и интересы Израиля. И кому-то необходимо публично поступиться этими интересами временно. Никто не говорит, что этот вопрос полностью закрывается. Нет, это временно вопрос, который откладывается, судя по всему, до проведения выборов в Соединенных Штатах Америки. Что касается Зеленского, да, Блюменталя и второго этого персонажа с Демократической партии, который приезжал в Украину, и вот это выступление. Я хочу, чтобы все обратили внимание, как Зеленский их приветствовал, что они ему говорили о том, что он самий потужний, самий могутній лідер. Нам потрібно в нього всього навчатися. Що якщо б не Зеленський, то Америка вообще давно, наверное, потеряла бы свой статус. Зеленский им говорит, если бы не Америка, то весь мир бы скатился в пучину войн и всего самого страшного. Поэтому славься Америка, слава Блюменталю, слава Джо Байдену. И здесь ключевая фраза «слава Джо Байдену», потому что Зеленский опять на те же грабли наступает, что уже дважды совершал за свою юридическую каденцию, давайте так это назовем. Да? Первый раз он это совершал на выборах, когда избирали после Трампа, да, выбрали Байдена. Вот, но тогда с рук сошло, потому что все-таки через внутренние качели в США Байден таки стал президентом. И второй раз он такую же ошибку совершил на следующих выборах, за что ему прямо предъявил второй человек в государстве, да, Джей Ди Венс, сказал ему в лицо, что мы тебе этого не забудем, на чьей стороне вы вмешивались в выборы. И это публично было сказано, мы помним, он сказал. И тут опять выборы, да, не президентские, парламентские, но тем не менее он демонстративно показывает. Вот я встретился с демократами. Я написал письмо Трампу, я написал письмо в парламент, мне никто не ответил. Я вышел в вашу национальную передачу под названием Face the Nation, да, лицом к нации, обращение к нации, и я высказался о том, что вы, ребята, плохо справляетесь со своей задачей мирового рефери, у вас ВПК вообще работает на полсилы. Что это такое 65 ракет для Patriot производить в месяц, когда Россия производит 120 баллистических в месяц? Не знаю, откуда он эти все секретные данные получает. Может быть, это лужа чудесная, да, вместе с Мишей Подоляком открывает чакры определенные, и вся информация оседает. Но сам факт в том, что он это сказал, он опять плюет в сторону Трампа. Публично это делает. Потом он делает другие заявления о том, что вы должны нам передать производство ракет. Все крутит. Во-первых, кстати, тут две линии есть. Это выступление публичное на стороне демократов в преддверии выборов. Вот. И вторая линия, он все бы что ни происходило, он подвязывает под рекламу Firepoint, аффилированной с его окружением компании, которая занимается производством военно-промышленной продукции. То есть, что бы ни было, обстрелы, дайте денег на Firepoint. Даже да. Вот эту вот розовую ерунду показали. Сначала подумали, что это баллистическая ракета, а потом, да нет, это наш Patriot. Вчера такая была оказия по всем медиаресурсам. Оно мне больше похоже было на очередную приблуду из комнаты Сережи Лещенко. Вот, если вы вспомните, о чем речь идет, не буду даже прямо об этом говорить, насчет этой ракеты. Да, реклама, повсеместная реклама именно Firepoint. Он хочет привлечь туда иностранные, в кавычках, инвестиции, то есть коррупционные деньги европейских и американских чиновников, для того, чтобы потом втридорого клепать какие-то ракеты, какие-то дроны и на этом зарабатывать. Он понимает, что срок его не полномочий, а пребывания, да, во властных кабинетах скоро закончится. А дальше нужно чем-то заниматься. И что может быть лучше, чем оседлать нишу транснационального военно-промышленного комплекса? И пусть эта компания раньше занималась подбором массовки для сериалов «Квартала 95», но сейчас же это лучшее в мире. Какой Rheinmetall? Любая кухарка, если вы вспомните, может возглавлять Rheinmetall. Это заявление Зеленского в адрес генерального директора этого концерна. То же самое Зеленский готов сказать и в сторону Lockheed Martin и Boeing. Да? То есть по сравнению с Firepoint это все дети, они вообще ничего не смыслят и ничего не умеют. И только Firepoint это единственный противовес российскому ВПК. Не только российскому, китайскому и прочему. То есть Зеленский пытается сейчас эту всю историю пропиарить. Он показывает, посмотрите, как мы работаем. Посмотрите, какие беспилотники. Посмотрите, куда они долетают. Посмотрите, какие
у нас ракеты, ну, в розовый цвет, это, конечно, это сильно. Вот это сильно. Хотя логичнее было бы фламинго в розовый цвет красить. Но в данном случае у них Патриот, да. Мы можем создать альтернативу американского ПВО. То есть для думающего человека, который хоть чуть-чуть разбирается в этих процессах, сразу становится очевидным, чтобы создать вообще ПВО собственное, необходимо конструкторское бюро разработки, и потом производство. Это высокоточные станки, это комплектующие, это мозги ракет. Это там просто в Украине сейчас этого всего нет. Этого всего нет, и никто передавать на территорию Украины подобные вещи не будет. С учетом того, что Украина подвергается воздушным Так атакам. а зачем на территорию Украины, Александр? Ну какая территория Украины? Это Firepoint будет где-то сидеть в Европе, в безопасности, и вот так прокладкой, надстройкой, офшорчиком, так сказать, управлять, оперировать, и будет нам показывать каждый день вот этого Штиллермана, который говорит, что сейчас осенью полетит, сейчас вот полетит, а ему будут подпевалы разные эксперты говорить, что у вас же там в Москве что, на небоскребах, на высотках панцири установлены? Убегайте оттуда, потому что будем лупить по этим панцирям, будет разлетаться ваша многоэтажка, поэтому давайте, паника, паника. Поэтому все, видите, очень безопасно. Даже Питерский международный экономический форум атаковали со стороны, ну там по-разному смотрят, там понятно, что это все география, там вот это все высоты, вот это как бы пути, маршруты. Ну, ежу понятно, что скорее всего, там Эстония принимала четкое участие. А финны говорят, а мы знали, мы там, министр говорит, мы поднимали все, там, курировали, смотрели, понимаете. То есть без... безопасная зона, вот эта вот зона, куда не прилетит для производства, найдена. Деньги как бы тоже есть. Видите, какая борьба идет. Пиар, реклама есть. Что еще нужно для выгодного бизнеса? На самом деле, да, пиар-реклама – это все, чем они сейчас занимаются по Firepoint и по другим вещам. Но не учитывает один очень важный аспект. То, что произошло в обстрелах, которые были Киева там, да, и других городов, там, где, к огромнейшему сожалению, погибли и мирные жители, мои искренние соболезнования семьям всем погибших. Вот, как, собственно говоря, погибли мирные жители и на российской стороне, да, что тоже приношу свои соболезнования. Здесь нет разницы, с какой стороны гибнут мирные жители. Это трагедия большая. Да? И именно это еще раз указывает на то, что войну пора заканчивать, что она ни к чему хорошему привести не может. Я думаю, даже самые заядлые сторонники конфликта, они это начинают понимать. Но я сейчас хочу сказать о другом. Мы с вами неделю назад наблюдали историю, что некий Орешник ударил по каким-то гаражам где-то в Броварах, да, под Киевом, в общем. И все озадачились, да, что там за гаражи такие были, что в этих гаражах было, и что это за место, почему туда ударили таким дорогим вооружением. То есть Орешник – это дорогая ракета, да, то есть это дорогое вооружение. Вот. И потом также, помимо Орешника, отправили несколько видов другого гиперзвукового вооружения, которое тоже там долетело до определенных мест. И все задаются вопросом, зачем это оружие было отправлять, с какой целью, да, вот что хотели русские этим сделать, какие-то гаражи уничтожить, там, рынок Лукьяновский, да, или еще что-то уничтожить, да, и многие, причем и в Украине, и в России этот вопрос поднимают и думают, никто не может понять, что же произошло. А произошла демонстрация. Вот что очень важно понять. Произошла демонстрация не Зеленскому. Произошла демонстрация европейцам и американцам, что есть те системы вооружения, которые долетают, и ПВО, которое сбить не может. Именно об этом... Помните, был такой давненько, где-то с полгодика назад, могу ошибаться, может, чуть больше, чуть меньше, Путин говорит, а давайте вы соберете все ПВО свое западное в Киеве, да, а мы вот Орешник запустим и проверим. Ну, получается, что, видите как... Вот где-то так это все и выглядит. Вот об этом и речь идет. То есть то, что они сделали, да, ну, неужели кто-то думает, что русские настолько глупые, что они взяли по гаражам, отработали гиперзвуковым вооружением, да, такой стоимости, да, и такого класса? Но неужели действительно кто-то так может думать?
То есть нужно искать логику в любых действиях, да, в особенности, когда идет применение подобных вещей. И здесь вы правильно вспомнили эту цитату, да, и сейчас мы увидели эту демонстрацию, и она не для нас рассчитана, она не для украинцев, и тем более не для Зеленского была рассчитана. Она рассчитана на европейских партнеров и на американцев. То есть они показали наличие такого оружия и показали, как это оружие бьет и что против него можно применить. Украинское ПВО, Зеленский лично, все заявили о том, что да, Искандеры там были попытки сбить, и они сбивались. Беспилотники есть возможность сбивать, и они в каком-то объеме сбиваются. Но ни циркон, ни кинжал, ни орешник не удалось никому сбить. Именно в этом была цель и задача. А теперь давайте совместим эти два вопроса с тем, с чего мы начинали, когда я цитировал Бондаренко. Вот, что кому-то, да, было тоже показано, как, кто может и где работать, и чем это может закончиться. Этот кто-то либо услышал эти вещи, либо нет. Но судя по победным заявлениям, что мы сейчас открыли Питерский экономический форум, и главным гостем там есть Мадьяр, вот я думаю, что не услышали. Есть ощущение, и это обычная работа человеческого мозга, который привыкает к безопасной обстановке и верит в определенные гарантии и думает, что эти гарантии будут вечны. Но ничего вечного не бывает, тем более во время войны между воюющими государствами. И здесь пора бы многим подумать. Многим, это я говорю про окружение Зеленского, и тем людям, которые принимают подобные решения. Мы, к сожалению, украинский народ, да, мы просто можем наблюдать, да, с болью за тем, что происходит на территории нашей страны. Ну, такова реальность. Какая-то дичь происходит на фоне мобилизации. Вот вроде все говорят, Буданов говорит, вот, ну, то есть мне дано задание, там, мы верим в то, что это получится, вот это до ноября месяца повоевать. Рубио вышел, сказал, да, ну, зима будет ужасной. Рубио сказал, отвечая на вопрос своим там сенаторам, конгрессменам, ну, своим законодателям, у него там длинные были эти диалоги, он там рассказывает о том, что мы не совсем как бы посредники, мы вообще-то сторона конфликта, мы не накладывали на Украину санкции, и России оружие не продавали. Хотя если мы равноудаленные, то мы бы могли и туда продавать оружие. То есть тут многие считывают по-разному. Одни говорят, вот, Америка признала, что она за нас. Другие говорят, предательство. А другие видят в этом желание продавать оружие и туда, и туда. Понимаете? Тут тоже такой очень интересный, тонкий, деликатный политический момент. Просто надо дипломатов расшифровывать. Но то, что у Киева будет зимой однозначно очень и очень тяжелый период, это уже как бы константа. Потому что, ну, вот даже если закончится все сейчас, это вот как с Армузом, да, то есть вот они сейчас быстро гасят этот пожар Трамп, они договорились там, что Израиль и Ливан не воюют, то есть ультиматум, как вы сказали выше, выполнен, дальше нужно двигаться к разблокировке, к договоренностям, уже там с этим ураном говорит, не будем мы его забирать, мы, может, в какой-то момент приедем и типа и все вместе его будем охранять, то есть находятся уже вот эти, потому что давит время, нефти нет. Вот точно так же и здесь. Электричества не будет достаточно будущей зимой, уже понятно, даже если завтра все взять и, в общем-то, и закончить. И Рубио на этом делает акцент. Как вы думаете, чего больше в вот этих заявлениях о мире? Тут выходит Юрий Бойко, Петр Порошенко, и говорит, мы пришли на встречу с Зеленским, посмотрели его глаза, и мы поняли, что да, надежды стало больше на мир. Так может это все просто то, что мы наблюдаем с Питерским форумом, с вот этими ударами, мадярами, вот этими всеми там красивыми видосиками, картинками, пораженным ну, там, дефицитом топлива в России, которые вот разгоняют, раскручивают, вот этим точечным ударом. Это просто такая завеса потужности над катастрофой, к которой уже пришли. Просто нужно это все как-то красиво оформить. Насчет американцев, да,
Я так скажу, что если бы Соединенные Штаты Америки имели возможность продавать оружие в две стороны конфликта, они бы это с удовольствием делали. Они бы это делали, понятно, не напрямую, через посредников, но они неоднократно подобные вещи совершали, и это им не мешало зарабатывать на войне, на конфликте и запускать и увеличивать производство своего военно-промышленного комплекса. Другое дело, что они для русских ничего предложить не могут, а объективно, да, снаряды не предложишь, там совсем другой формат орудий. Какие там ПВО, какое предложить, Патриоты, САД они не продают, Патриоты, ну так у русских есть С-400, С-500, зачем им Патриоты, да? Ракетное вооружение. Есть нюанс один, что Соединенные Штаты Америки до сих пор не смогли запустить, испытать, удачно испытать, они попытки совершают, и поставить на вооружение гиперзвуковое вооружение, да, которое уже есть на вооружении России, Китая, и в том числе даже Ирана. Даже Ирана. Это, кстати, нюанс. У американцев пока нет гиперзвукового вооружения. То есть, по сути, что они могут? Там, продавать стрелковое оружие. Но мне кажется, концерн Калашников не понял бы, наверное, да, если бы продавали американцы стрелковое оружие. То есть объективно мы понимаем, что американцы, то, что Рубио говорит, это такая фантомная боль об утерянной возможности. Да? Вот мы бы, конечно, мы же хотим быть равноудаленными, мы бы, возможно, продавали. Ну так мы же не продаем. Вы не продаете не из-за того, что вы каким-то гуманные цели преследуете и любите Украину больше, чем Россию. Вы не продаете, потому что нет такой возможности. И это самый важный момент, который нужно зафиксировать. Вчера Рубио вообще очень много интересного сказал и насчет Кубы, да, вот, и насчет Гренландии. Говорит, это часть Дании, пока еще часть Дании. То есть они так многозначительно заброс делают вперед, да, но я думаю, что пока им рыпаться не надо ни в сторону Гренландии, ни в сторону Кубы, потому что практика Блицкрига в Иране показала, что он не произошел, да, и если перед выборами втянуться еще в эти конфликты, то как к глубокому сожалению там, для республиканцев и Дональда Трампа, это может плохо сказаться на ходе выборов и вообще дальнейших действий, как будет действовать парламент после кампании, которая Америка не смогла завершить так же блистательно, да, хоть и незаконно, как это случилось с захватом Мадуро. Вот, и не смогли завершить. Поэтому и начинать не надо. Вот. А что касается украинского процесса, вот он признал, что Соединенные Штаты Америки являются частью конфликта. Он говорит, мы поддерживаем Украину. И по мнению Рубио, и по мнению Трампа, и Джей Ди Венса, они бы с удовольствием не поддерживали Украину, потому что дальше они говорят, что прекращение боевых действий на территории Украины улучшит экономические и геополитические отношения с Российской Федерацией. А здесь опять отсылка идет к стратегии национальной безопасности Соединенных Штатов Америки, в которой черным по белому написано, что конфликт в Украине препятствует налаживанию экономических и геополитических связей с Россией. Именно по этой причине необходимо установить мир. Вот, и все, кто будут мешать установке мира, являются врагами Соединенных Штатов Америки, то есть противниками. А дальше идет тирада про глобалистов, какие они плохие, как они вмешиваются во все процессы и не дают американцам заниматься политикой, которая ведет к возвращению Америки опять великого статуса, да, то, о чем постоянно Трамп говорил и во время предвыборной кампании, и после предвыборной кампании. То есть Соединенные Штаты Америки не прикрыто, просто, те, которые этого не понимают, я прошу, зайдите, это официальный документ, он опубликован на сайте Белого дома. Почитайте стратегию нацбезопасности одного из самых влиятельнейших государств в мире. И станет совершенно понятно, какую позицию в украинском конфликте они сейчас занимают и принимают. Им эта война в данном случае, да, они зарабатывают на ней, они продолжают и военно-промышленный комплекс, и прочее. И политически они не могут прекратить снабжать Украину и старлинками, и разведданными. Это все будет использовано против Трампа. Они это понимают. Поэтому они постепенно пытаются где-то дистанцироваться, а где-то, где можно с этого получить определенную выгоду, получать ее дальше. Это американская политика, к ней нужно привыкнуть уже. Когда-то когда Джон Рокфеллер приезжал еще в Советский Союз, он такую фразу сказал для партработников Советского Союза:
Говорит, мы поняли, что такое диктатура пролетариата, а вы до сих пор не поняли, что такое диктатура капитала, да, либо буржуазии, дословно не вспомню. Так вот, нужно понять уже, наконец-то, что такое диктатура буржуазии, либо капитала. Вот, есть моменты политические, геополитические, а есть моменты сугубо экономические. И в зависимости от того, кто влияет на принятие решений, эти моменты вырываются вперед. Поэтому такие заявления со стороны Рубио. Он констатирует понятные, обычные вещи. Он ничего нового не говорит. То есть то, что Соединенные Штаты Америки хотят обновить доктрину Монро и взять под контроль Кубу, да, причем об этом говорит Рубио, который является по происхождению кубинцем, и который нездоровое влечение питает к Кубе. Это понятная история. С Гренландией вопрос не закрыт. Они будут пытаться Гренландию взять под свой контроль, так или иначе, либо присоединением, либо установлением там своего правительства, либо еще какими-то там, возможно, сепаратистскими методами, да, там, независимости. И много есть различных методов, по которым могут пойти США. В том числе это касается и Канады. Кстати, в Канаде уже сепаратистские движения пошли, да, есть целый штат, который хочет отсоединиться. Самый нефтеносный штат Канады. То есть эти процессы, они не закончились. Идет переустройство мира сейчас. И мы наблюдаем за тем, как мировой шарик просто меняется. Ялтинские, Потсдамские договоренности, да, потом развал Советского Союза, да, смена геополитических аспектов. И вот сейчас третий шаг, третий акт этого процесса. Сейчас заново мир переформатируется. Поэтому нужно как бы наблюдать и смотреть за тем, что иногда даже документируют американцы, и там можно найти очень много интересного для понимания будущего хода событий. Я тут, кстати, по поводу капитализма, мы немножко забываемся в угаре этой войны, что Россия тоже капитализм. Конечно, конечно. Немножко, как бы, Не знаете, коммунисты, не социалисты, конечно. причем там вот это вот все, скажем, то, что вот России сейчас приписывают и в чем ее обвиняют, там тоже капиталисты. Тут же парадоксально, да, Рейтерс пишет, что доходы от налогов на нефть, да, выросли. Да, удары, там разная, там, скажем, процентовка начинается, но почему вводить там в Московской области какие-то ограничения по количеству литров, там, да, где-то в Ленинградской, в других городах, то есть у всех возникают вопросы. Да все очень просто. Капитализм. Ну вот капитализм, искусственный дефицит, тем более, что есть дефицит, например, реальный на неподконтрольных Киеву территориях, да, украинских и ставших частью российской стороны. То есть там реальный, там объективная причина. И вот эти все видео о том, как там поражаются фуры горящие и так далее, ну это тоже как бы стимул для капиталистов в глубине России тоже вводить определенные ограничения. Зачем? Ну, чтобы цены поднять. Вы же видите, какие цены в мире? В России тоже надо поднимать. Это естественное желание капиталиста, которое вот препарируется определенными вещами. Но это используют как политический нарратив. Россияне, Запад, глобалисты. Вообще, конечно, это история такая, достаточно ну вот достаточно, ну не только там политическое, но и финансовое. Это все очень и очень белыми нитками как бы выписано и сшито. Мне интересен вот такой момент, такой аспект, этой сторона вот этой медали финансовая. Ну как бы вы думаете, что только в Украине зарабатывают на войне? В России тоже зарабатывают на войне. Там тоже делятся, там тоже есть определенные моменты. Кто борзеет, кто, ну, того в тюрьму. В Украине, правда, не сажают так в тюрьму, да, у них там все вот это вот все. А так принципы же одни и те же, поэтому война выгодная история. И тут одни какие-то разработчики искусственного интеллекта становятся, да, там в части, да, программисты какие-то, дронщики зарабатывают больше, кто-то зарабатывает меньше. Поэтому идет тоже борьба за ресурсы внутри, локальная, с одной и с другой стороны. Поэтому это такая очень запутанная схема. Я к чему? Я к тому, что вот очень интересно выглядит, что войну вот как бы не заканчивают, да? Как вы думаете, удар по Питерскому экономическому форуму, какой должен возыметь ответ? Да? Вот ответ, причем я имею в виду комплексное понимание этого ответа, не то, что там взять и запулить куда-нибудь по Зеленскому. Потому что
учитывая, держа в голове, что Россия тоже капиталистическая страна, и там тоже свой вариант капитализма, да, не глобалист, не глобалистский, но есть разговор вообще на разных языках. Вот Рютте вчера выходит и говорит, елки-палки, Зеленский разрешил Путину парад проводить. 2 часа дал, а тот за час 55 уложился. Ха-ха-ха, смешно. Все посмеялись. В России считают это клоунским, вообще этот указ про парад. А глобалисты прям считают реальным. Они, получается, самооблучились вот этим. То есть точно так же и удары по питерскому форуму, да, то есть это удар там по объектам, Кронштадт, понятно, они как бы на форум не влияют. Наоборот, там веселье, праздник, танцуют роботы, бабушки поют, вот это вот все. Я думаю, ну, все видят вот эту картинку. Причем в комментариях не пишут, это не праздник, это про развитие страны. Нет. Это выставка, это праздник, это гости, это деньги, это инвестиции, это капитализм. Вот такой. И понимаете, в чем интересная история? Вроде как они об одном и том же, а языки идеологически или как вербально разные. Ну зачем Рютте нес такую ахинею вчера у Зеленского? И как тогда вообще ответка за питерский форум последует? Какой она может быть? После того, как Рютте публично назвал Трампа папочкой, да, все его следующие слова, они просто умножаются на ноль. То есть это персонаж, это не персона. Это персонаж, комедийный персонаж, как и половина чиновнического аппарата Европейского Союза, к прискорбию для жителей Европейского Союза, это комедийные персонажи. Один верит в то, что Зеленский разрешает Путину проводить парад, другая говорит, что я поеду разговаривать с Путиным, и, значит, он сократит свою армию, третья еще какую-то пургу несет. Ну, в общем, это персонажи, да, и нужно уже привыкнуть к тому, что они несут и не отвечают за то, что они говорят. Вот вообще не отвечают. Их задача сиюминутно создать инфоповод. У них это прекрасно получается. Сериал когда-то был такой прикольный, с Буруновым, веселый актер классный, вот назывался «Мылодрама» или «Мылорама», не помню, там, где глупого человека, который работал заправщиком, подсветил бензобак в машине на заправке зажигалкой, в общем, заправка взорвалась, директор, не генеральный директор, а владелец телеканала взял на работу и поставил гендиректора. Задача была понизить стоимость акций и выкупить канал подешевле. Вот. И поэтому они взяли самого тупого персонажа, которого можно было где-то найти, и назначили его генеральным директором и сказали ему: твори. У тебя свобода действий, твори. Ну, он там творил, в общем, веселый сериал. Когда-то еще в году 20-м его смотрел. Вот. И он там творил. Причем не творил, а именно чудил. Вот. Такая же история сейчас и в Европейском Союзе. У меня есть ощущение, что есть определенные, ну как, не то, что есть, я уверен в том, что есть кланы, капиталы, там, монархическая система глобалистская внутри Европы, которая решила поставить откровенных персонажей во главу Европейского Союза, именно чиновнического аппарата, наверное, для понижения акций, да, либо им надоел этот проект. Есть у меня такое ощущение, хотя есть и другая группа, которая пытается сохранить этот проект, но используя вот такие кадры. Вот моя личная оценка, субъективное действие Рютте и вообще цены его высказываний. Ну, чисто поржать, да, прикольный дядька, иногда заявляет очень веселые вещи, но беда тем, кто воспринимает его серьезно, беда тем, кто слушает Рютте и считает его действительно генсеком НАТО. А вы вдумайтесь, что это за должность. Генеральный секретарь НАТО. Это генеральный директор. Это не секретарь кофе подай, принеси. Это генеральный директор целого военного политического альянса, который там должен объединять западный мир. Ну, это просто серьезнейшая организация. Вот генсек НАТО. Вот. Это И вот очень такой удобно. персонаж. Это очень удобно. Вы же видите, сейчас же идет вот эта дискуссия, она ведь очень важная в контексте моего вопроса, да, ответ на питерский форум и вот это вот дым над питерским форумом. А нет центров принятия решения? Нет.
Ну, вот смотрите, тоже многие сейчас возмущаются, там, с российской стороны в основном. Вот смотрите, по питерскому форуму, там же гости международные, там был удар, то есть опасность. В Киеве расхаживает Рютте. Гипотетически взять и запустить вот они там шли с такими скорбными лицами. Зеленского, конечно, уже начинают украинцы в социальных сетях. Я вот наблюдаю прям украинцы в Украине. Они плюются, смеются, как он делает скорбную эту кремасу и идет там в очередной раз с тем же самым Рютте или с той же самой какой-нибудь там Урсулой. Короче, кто не приезжает, со всеми он идет, вот это вот, и вот в очередной раз вот типа скорбит. Такая актеришка такой, знаете, вот такая актерочка, вот так правильно сказать. Так вот, значит, вот это вот скорбное лицо, вот это, ну хорошо, запустить туда какие-то ракеты. Ну, пострадает этот Рютте. Но Рютте не является центром принятия решений. Вот в чем парадокс, Александр. Он не решает. Он только выходит в виде свадебного генерала. Они там сидели, какую-то пургу разбирали о том, что 30-35 тысяч уничтожается. О, Украина сейчас в самой сильной позиции. И вот они сидят тут перед прессой, вот это за столом, типа, ну, тот типа приехал, командировочку отработал, командировочное получил, ну и, собственно, уехал. Ну и как бы и хорошо. Нет, есть отдельные конспирологи, которые говорят, что после удара по Киеву там Рютте чуть ли там не тела натовцев забирал. Но это какая-то очень непроверенная история тут. Хотя, давайте так, борт какой-то эвакуационный медицинский в Жешов почему-то стремительно прилетел. Что за борт, какая там медицинская эвакуация, непонятно. Ну, ладно. То есть это очень... Тут можно только догадываться, можно очень сесть крепко в лужу, мы не имеем этой информации. Кого поразили, кого там ранило, кого там эвакуировали и так далее. Но по сути его визит выглядит так. А что в сухом остатке? Ничего. Ни тебе членства, ни тебе новой поддержки, ни новых миллиардов, ни новых ПВО, ни каких-то еще вещей. Понимаете? То есть Рютте не принимает решения. Ну тогда возникает вопрос, а кто принимает решения? А где эти центры решения? Даже дроновая война сейчас, смотрите, это кто? Это искусственный интеллект. Машинное зрение, автоматическая какая-то вот ерунда. А кто влупил просто вот, ну, там охотились на этот автобус в Янакиево, Москва-Симферополь, где погибло 12 человек. А кто влупил? Ну, скажут, да, это искусственный интеллект. Никто не отвечает за последствия. Россию критикуют, вот они слабые, бесхарактерные, они безвольные, они вот так позволяют, вот это все. Но так они понимают, что если Россия ударит по Европе, например, или там по Рютте, или еще по ком-то ударит, то за это там дальше целый куст сценариев, и за них надо нести ответственность, потому что ты совершил этот факт. Поэтому и медлят, поэтому и не делают. Где центры принятия решения, в общем? Вот интересный момент. В центре принятия решений это понятие многоуровневое, да. Есть центры принятия решений оперативные, да, это командные пункты. Есть центры принятия тактические. В данном случае, в нашем случае, это Зеленский, да, и его окружение. И есть центры принятия решений стратегического уровня, и они действительно находятся не в Украине. То есть центры принятия решений стратегического уровня находятся в основном либо в Брюсселе, либо в Туманном Альбионе. Я целенаправленно не говорю Соединенные Штаты Америки, мы только что обсуждали, да, они являются одним из центров влияния на принятие решений. То есть, в ручном управлении они держат лишь часть процесса, не весь процесс. Поэтому Брюссель и Лондон, да, в первую очередь, это центры принятия решений. Понятно, никто с российской стороны бить по Брюсселю и Лондону, да, заранее не будет и не планирует. Это тоже всем очевидно и понятно. Все же остальные центры принятия решений, о которых мы с вами говорили, находятся либо под защитой гарантий, вот, которые мы тоже обсуждали, либо временно находятся под защитой. Временно, еще раз я говорю. То есть это основная фраза. Я сейчас хочу пример привести. Да, есть таким, знаете, эзоповым языком. Все, у которых есть кошатники, да, у которых кот есть, я против, кстати, насилия, даже против мышей. Мне и мыши, и коты нравятся. Но если кто наблюдал за дворовым котом, который поймал мышь,
как он себя ведет. Вот просто понаблюдайте, да, что он делает, сразу или не сразу, да, играет он с этим или не играет. Какие мотивы у кота, мы не знаем, да, и вряд ли будем разбирать в этой передаче. Мы не являемся специалистами, да, по мыслительным процессам четырехлапых. Вот. Но какие мотивы у политиков, да, мы можем предположить, да, и почему те или иные политические структуры и фигуры действуют подобным образом. Есть ощущение, что а, накапливается определенный уровень негодования, да, агрессии, возможно, да, возможно, непонимания как в одной, так и в другой стороне. Накапливается очень много вопросов. И я не то, что там сомневаюсь, я в этом не сомневаюсь, что в таких странах, как геополитические игроки, весь этот уровень внутреннего настроения, он постоянно измеряется. Постоянно. Не могут не реагировать. Даже в Украине он постоянно измеряется. Одно дело, что публикуется, другое дело, как меряют и какие данные поступают в кабинеты, где эти решения принимаются. И те, которые принимают решения, они прекрасно знают уровень общественного настроения и прекрасно знают накал общественного настроения. И если они не реагируют, то давайте зададим себе два вопроса. Они, глупые, да? Б, они не реагируют, потому что на данный момент им это не надо делать по каким-то своим причинам, да, а дальше пускай люди сами додумают, по каким причинам, кому что и как не надо делать. Я думаю, насчет глупости, да, в центрах принятия решений, именно в геополитических центрах принятия решений, стратегических центрах принятия решений, речь не идет. Рюте, еще раз, Урсула и, как ее там, вторая, это Кая Каллас, да, вот они не относятся к центрам принятия решений ни тактического, ни оперативного, ни стратегического уровня. А те, которые находятся по обе стороны, они очень хорошо мониторят происходящее как внутри страны, так и извне страны. И все вот эти посылы, которые мы с вами обсудили до этой темы, почему там какие-то ракеты куда-то попадают, да, почему весь мир смотрит, как та или иная система отрабатывает по условным гаражам. Я говорю условным гаражам, мы не знаем, что там было. То есть никто не сказал, да, украинская сторона не подтвердила, не пустили туда журналистов, не показали. Что же там такое было в этих гаражах? Но суть не в этом. Суть в том, что это игра на стратегическом уровне, да, применяется она на оперативном. Но показательная эта игра не для Зеленского и не для нас, как обывателей, а для тех, которые находятся по ту сторону принятия решений именно на стратегическом уровне. Вот между этими центрами сейчас ведется коммуникация. Иногда вербальная, иногда невербальная, иногда примерами показывают или действиями. Они между собой ведут политику. И это большая геополитика. Да, понятно, многим людям по обе стороны конфликта непонятны многие действия. Уж больно непонятны, да? Причем неважно, тем, которые за мир, тем, которые за войну, многие люди не понимают, почему процессы происходят так или иначе. Но политика – это очень многогранная история. Это не всегда про черное и белое. Политика всегда на полутонах строится. И нравится это кому-то, не нравится, но это нужно принять и понять. Вот именно так сейчас устроен мир. А с учетом того, что там и системы мы обсуждали, да, какие в этом мире противостоят, и век 21, и технологический прогресс, и развитие технологий, это все в одном котле варится. Да? И вот результат такой. Чем побольше непонятного, грузите апельсины бочками братья Карамазовы. Но тем, которым надо, те, которые принимают эти решения, все очень понятно. И они между собой общаются на том уровне коммуникации и тем языком, который им понятен. И не всегда это слова или текст. Если так финализировать и точку ставить в нашем сегодняшнем разговоре, я хочу все-таки, чтобы вы очень такое интересное, в интересное время прокомментировали заявление Галузина. Да, значит, это из Министерства иностранных дел, значит, зам Лаврова, значит, он говорит, США работают над тем, чтобы побудить Зеленского действовать в русле пониманий, достигнутых в Анкоридже. Значит, добавил, что Россия видит в понимании, достигнутом в Анкоридже, основу для долгосрочного справедливого урегулирования украинского конфликта.
Опять эта формулировка: долгосрочная, справедливая и анкоридж. Так, а где он это увидел? Может, он что-то больше знает? Или это желание как бы демонстрируется и декларируется российской стороны, чтобы Зеленского заставили выполнять и соответствовать духу анкориджа? А, Может, мне кажется, фраза здесь точно не подходит. Он действительно больше знает, да, и владеет большим объемом информации, чем мы с вами. Мы анализируем, исходя из публичных проявлений, да, а у них закрытая информация не обладают документальными, да, сведениями о переговорах, которые проводили президент США и президент Российской Федерации. И то, что говорится об анкоридже, долгосрочный мир там и прочее, в анкоридже обсуждались и были приняты к сведению двумя сторонами те наработки, которые приведут к стратегическому пониманию, да, взаимодействия этих двух стран, в том числе и на украинском направлении, в том числе именно на территории нашей с вами страны. Вопрос в том, что Трамп и Путин достигли понимания в анкоридже дальнейшего плана действий. Мы это неоднократно обсуждали. Более того, я сторонник считать, что они и достигли договоренностей. Но договоренности это не значит, что встретился Трамп и Путин, они разъехались, и на следующий день, значит, в Украине воцарил мир, перестали падать бомбы, да, и началось восстановление коммуникации, взаимодействия. Нет, есть процессы, растянутые во времени. И вот процесс анкориджа, он растянут во времени. Все идет по тому плану, который они там наметили. Нравится это кому-то, не нравится. Можете со мной спорить там и в комментариях, и вообще, но в результате вы все равно увидите, что эта тенденция дошла до достижения договоренности в анкоридже. И эти достижения, они не о каком-то, не какой-то тактический характер носят. Дело там не в территориях, кому какое село будет принадлежать. Вопросы там обсуждались глобального характера, глобального взаимоотношения между двумя странами. И потом, и до эти все вопросы в публичных документах фиксируются. Это косвенные признаки этих договоренностей. То, что написано и в стратегии нацбезопасности США, то, что декларирует Трамп, то, что декларирует Путин, их встречи с Си Цзиньпином, да, тоже немаловажные. Понятно, там украинский вопрос 10-й степени, но он тоже поднимается. Постоянные встречи между Дмитриевым, да, Уиткофом и Кушнером, которые просто колесят между странами в постоянном режиме. Вот, постоянные созвоны и обсуждения между дипломатическими центрами и аккуратные точечные заявления, да, которые звучат дух анкориджа. Когда нужно показать, что Соединенные Штаты Америки, они придерживаются другой точки зрения, в России заявляют о том, что дух анкориджа выветрился и вообще он не работает. Когда надо вернуться к этому вопросу, публично заявляют о том, что все в порядке, все действует по намеченному плану. Я хочу напоследок сказать, что этот намеченный план, он куда выше, чем наши украинские проблемы и вопросы. Этот намеченный план – это один из кирпичей фундамента будущей Ялты и Потсдама, вот, который выстраивается между геополитическими игроками, в том числе Китаем. Вот о чем разговаривали эти лидеры. Вот о чем в дальнейшем пойдет ход событий и разговор дальше. Нам, понятно же, Украина наша страна, и мы хотим, чтобы война там прекратилась. И, конечно же, мы с этой точки пытаемся рассматривать многие вопросы. Но, увы или к счастью, да, мир не строится вокруг Украины. И это нужно понять и принять. Александр Лазарев был моим собеседником сегодня. Спасибо за время и мысли. Спасибо. Друзья, берегите себя. Всем добра и света. До скорого.